Историки нас обманывают. Историю пишут победители. Историю постоянно переписывают, чтобы скрыть правду, а все учебники истории пишут по заказу, чтобы люди не думали. Такие мысли можно услышать довольно часто, и неудивительно, ведь история действительно кажется запутанной и неоднозначной. Но правда ли все так плохо? Может ли простой подход вроде «поверь мне, брат», быть надежнее методов, которые ученые разрабатывали столетиями? Что такое история на самом деле? И как историки изучают прошлое? Об этом я вам расскажу в сегодняшнем выпуске. Всем привет! Если вы тут новенькие, меня зовут Ростислав, я историк, славист-языковед и богослов-мирянин. Уже больше 10 лет занимаюсь исследованием славян с точки зрения истории, языковедения, этнологии и других наук, которые занимаются славянами. И сегодня я вам расскажу о том, что из себя представляет история как наука и как выглядит работа историка. Какие способы используют историки, чтобы как можно точнее восстановить картину прошлого. И в какие ловушки можно попасть, занимаясь историей, и свернуть не туда, а в лженауку. При исследовании народа и при том, чтобы как можно лучше узнать свое происхождение и, соответственно, и себя, нам сегодня помогают многие области науки. Некоторые из них — это история или прошловедение, затем сравнительное прошловедческое языкознание или компаративная или историческая лингвистика, народоведение или этнология, стариноведение или археология, человековедение или антропология, особенно физическая, но и культурная в том числе тоже, затем сравнительное вероведение или компаративное религиоведение, потом народное гудьбоведение или этномузыкология, родоведение или генетика, народописание или этнография, душеведение или психология и иногда такие науки, как землеведение или геология или пельцеведение или полинология, затем историческое погодоведение или историческая климатология, и еще былое окружающей среды, и даже такие науки, как химия и другие естественные науки, о которых люди обычно не думают сразу, когда услышат слово «история». Когда я был маленьким, родители нам с братьями и сестрами много читали, очень много. И особенно мне запомнилось то, что читал мне мой папа о событиях из греческого и римского прошлого, а потом и о прошлом хорватов, южных славян и всех славян вообще. Эти чтения мне как-то врезались в память и совсем очаровали меня. И так со временем я стал увлекаться всем, что происходило в прошлом. Мне хотелось узнать, как жили люди, как они думали, чем занимались. Вот моя бабушка и дедушка и бабица, то есть мама моей мамы, вскоре тоже стали рассказывать о всяких событиях, которые они пережили. Например, о том, как в бабушкином доме хранилась переписка повстанцев против немецкой власти во времена Югославии. О том, как дедушка со своим братом и еще с несколькими другими парнями сбежали из немецкого лагеря тоже в то же самое время, когда была Вторая мировая война. Потом, как он служил в Югославской народной армии, и о том, как бабушка и ее мама, моя прабабушка, отправились в неизвестный путь в поисках моего прадеда, который был мобилизирован Венгрией. И каждый раз, когда мне об этом рассказывали, я узнавал все новые и новые подробности. И мне стало очень любопытно, очень хотелось узнать, кто мои предки, кто мои прадеды, прабабушки и даже древние предки, кто мой народ, и что он прожил на протяжении истории, откуда я сам родом и где мое место в этом свете. Это любопытство к прошлому во мне вспыхнуло, и что-то во мне зажглось как огонь. Все эти сюжеты со временем превратили меня в человека, который просто чувствителен к прошлому, человека, который с очень большим увлечением начал задаваться вопросами о причинах и следствиях, о межчеловеческих отношениях, о смысле существующего мира и о том, где всему начало и где всему конец. И это подводит нас к главному вопросу сегодняшнего выпуска. Чем вообще является история? Что это такое? И как правильно изучать прошлое так, чтобы получать действительно достоверные знания о прошлом? Как использовать полученные знания из прошлого в своей собственной жизни? Давайте задумаемся. Зачем вообще мы изучаем прошлое? Если хорошо подумать, то
увидим, что человечество испокон веков как-то волновали вопросы, где наши корни, откуда мы произошли, кто мы и куда мы идем, что было до нас. Ответы на все эти вопросы помогают нам лучше понимать самих себя и найти свое место в мире, в конце концов. В жизни каждого из нас происходит множество событий. Многие из них соединяют нашу жизнь с жизнями других людей. Эти события мы в большей или меньшей степени запоминаем, храним в своей памяти и часто рассказываем или переносим другим людям. Пожилые люди пересказывают эти события младшим поколениям, а те затем все новым и новым поколениям, и так вплоть до нашего времени. Так из поколения в поколение переносится опыт и знания. Так возникает семейная история или история семьи. Несколько таких семейных историй, в свою очередь, составляет историю рода. А несколько историй рода — историю народа. А все народные истории вместе взятые составляют историю всего человечества. Область науки, которая занимается изучением, исследованием и объяснением этих событий, то есть наука, которая занимается изучением прошлого человеческого рода с тех времен, как он появился, то есть с тех пор, как был сотворен, вплоть до наших дней, называется история. Или красивым славянским словом прошловедение. Можно даже сказать, что история в своем самом широком значении — это какой-то сборник всех знаний и всего опыта, который на протяжении времени своего существования накопило человечество. И эти знания и этот опыт, если мы их используем мудро, должны нам помочь в избежании ошибок прошлого и при более быстром обретении новых знаний, а также помогают нам лучше понимать общество и события или процессы, которые в нем происходят. Дорогие наши друзья, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать наше дело, у вас на это есть прекрасная возможность. Вы можете прямо сейчас помочь нам через PayPal, Boosty или Patreon. Каждый ваш вклад помогает нам создавать больше качественных выпусков и развивать наш вещальник. Все ссылки вы найдете в описании. Это не обязательно, но мы очень благодарны каждому из вас, кто решит нас поблагодарить в такой способ. Спасибо еще раз всем за вашу поддержку и доверие, а теперь продолжаем. Из повседневной жизни мы знаем слово «история» не меньше, чем в двух его значениях. Первое значение — это просто прошлое. Все, что произошло когда-то до того, как родились мы, или до нашего времени. Что бы мы ни говорили и что бы мы ни думали, или как бы мы это ни толковали, такое прошлое невозможно изменить. Что было, то было. А другое значение слова «история» — это именно история как наука. Наука, которая занимается исследованием прошлого. Давайте посмотрим на историю этого слова и как оно оказалось в славянских языках. Слово «история», существующее в русском языке, произошло из древнегреческого языка, где оно звучало как «история» или «история». В греческом языке это слово имело значение исследования или стремление разобраться в чем-либо. Как по мне, слово с очень удачным значением для именно такой науки, которая пытается разобраться в прошлом. В более ранних источниках, таких как, например, беотийские надписи, встречается даже предшественник этого слова, звучит он именно как «хистор». И это слово в правовом смысле там обозначает человека, обладающего знаниями или способностями для вынесения суждения. Впоследствии греческое слово «хистория» было заимствовано в латынь как «historia». Там оно приобрело много новых значений, включая такие значения, как расследование, изучение, описание, затем письменный отчет о прошлых событиях, историческое повествование и запечатленные знания о прошлом. И таким образом слово «история» не только обозначало рассказ о прошлом, подчеркивало само исследование, разбор и понимание событий и явлений. Оттуда оно затем распространилось в другие языки Европы и мира. А что с нашим славянским миром? Что было у нас? Вероятно, самое древнее славянское выражение связано с повествованием о прошлом — это слово «повесть», которое встречается уже в названии источника «Повесть временных лет». Но если не считать житий святых Кирилла и Мефодия, «Повесть временных лет» — это древнейший источник, посвящен именно славянскому прошлому, и притом этот источник написан на славянском языке. Слово «повесть» имеет многослойное значение. Его корни восходят еще к праславянскому слову «вьедети»,
то есть глубоко знать, глубоко понимать, понимать на глубоком уровне. И в свою очередь это слово «ведети» связано со словом «видеть», как в русском языке «видеть». Таким образом, слово «повесть» также связано с понятием знания, прямого знания, полученного от свидетелей. То есть тот, кто видел, тот и рассказал, если совсем уж упростить. Сегодня такое славянское по происхождению слово «повесть» используется для обозначения прошлого и науки о прошлом только в хорватском языке. А если это не так, дайте знать уж под сегодняшним выпуском, напишите мне, как еще в других славянских языках. Во многих других славянских языках слова, обозначающие историю, связаны с событиями, то есть с тем, что произошло в прошлом. Например, в чешском и словацком языках это «дейни» или «дейни», в польском «дзеje», в славянском «сгодовина». Еще было раньше в хорватском языке «догаджайница», то есть что-то, что произошло. А я вам раскрою еще небольшую тайну. Это же название скрыто даже в названии нашего вещальника, то есть славяниска дела. На праславянском языке это означает просто славянские дела или деяния славянского народа. Другими словами, это вещальник о прошлом славян и о всем, что славяне прожили, хорошем, плохом и так далее. Занимательно, что даже в русском языке когда-то употреблялось такое ныне устаревшее слово «былое», то есть то, что было. А сегодня для обозначения истории преимущественно все-таки используется заимствованное слово «история». Однако позвольте мне предложить новое название, основанное на славянских корнях, а это прошловедение. Это слово, на мой взгляд, отражает изучение прошлого и связано с исконным славянским языковым преданием и развитием языка. Оно, так сказать, сделано в духе славянского языка. Уверен, что вы у нас еще не раз услышите это слово, поэтому стоит его запомнить. В продолжении выпуска я вам расскажу о прошловедении или истории как науке и о том, как она нам помогает узнать больше о славянах, да и вообще о других народах. Историей увлекаются многие. Некоторые выбирают призвание или профессию историка или прошловеда, а другие занимаются историей любительски, или же она просто представляет для них увлекательное развлечение. И каждая из этих причин хороша. Но в то время как некоторые занимаются историей разумно, другие делают это как будто без разума, так как им нравится. И неважно уж там, является ли это правдой или простым вымыслом, они же убеждены, что это самая святая правда. А кто не верит в это же, тот и сам участник заговора и хочет намеренно, умышленно скрыть правду. Ему кто-то за это платит, так сказать. К сожалению, как раз этого неразумного, основанного больше на чувствах и на желаниях, чем на разуме и истине, среди нас, славян, особенно среди хуже образованных, но не только среди них, существует достаточно много. Или они просто громче, и поэтому кажется, что их прямо так много. Поэтому и неудивительно, что время от времени можем услышать, что какой-то, как правило, самопровозглашенный историк установил, что именно мы самый древний и самый успешный, величайший народ в мире. Но какие-то мрачные люди, мрачные силы нам намеренно закрывают глаза и не разрешают узнать правду. То есть то, что именно эти лжеученые считают правдой. А чтобы избежать такие ошибки, мы должны знать и способы, как мы приходим к знаниям из прошлого, и способы, как к этим знаниям приступить, как их понимать, как их толковать и, в конце концов, как их использовать. Конечно, эти способы или методы никто не выдумал. Они являются результатом размышлений, знаний и опыта, ошибок даже многих поколений людей, которые жили до нас и которые занимались историей. Один из важнейших вопросов, или даже самый важный, который можно себе задать, когда занимаемся изучением прошлого, это как мы вообще приходим к знаниям о событиях прошлого, к историческим знаниям. Этому вопросу можно прибавить еще следующее. 1. Как мы можем точно знать, как выглядело прошлое без возможности путешествия во времени? 2. Как изучать прошлое, не навязывая ему настоящее? И 3. Если мы что-то узнаем о прошлом, как мы можем быть уверены, что все было именно так и никак иначе? Может быть, на все эти вопросы и невозможно ответить. Но на первый точно можем. Знания о событиях прошлого мы получаем только косвенно, через исторические источники и через
органы чувств. Поэтому наши знания о прошлом обязательно будут ограничены уже тут, прежде чем мы сделали первый шаг. Это просто данность, с которой приходится смириться. Я тут упоминал исторические источники. А чем вообще являются они? Исторические источники — это все останки, оставленные людьми прошедших времен, которые мы используем для получения знаний о прошлом. Существует огромное множество разного вида исторических источников, от всяких текстов, памятников до устных преданий, разных предметов и даже окружающей среды. Все, что человек создавал или с чем взаимодействовал, может рассказать о его жизни, и все это может стать историческим источником. Исторические источники можно разделить на остатки и на традицию. Остатки — это непосредственные свидетельства прошлого, которые не создавались с намерением сохранить память для потомков. К ним относятся разные предметные останки, допустим, здания, орудия труда, произведения искусства. Потом у нас непредметные или абстрактные останки, всякие политические строи, языки, обычаи. Затем документы, возникшие в процессе разных забот о повседневной жизни, например, юридические акты, письма, газеты. А традиция, с другой стороны, это такие источники, в которых исторические события уже представлены в определенном свете с намерением донести потомкам их осмысление. Сюда входят разные летописи, хроники, автобиографии, устные предания, а также записи песен, сказок и легенд. Подход к каждому виду источника будет разный. Каждая историческая эпоха и каждое ответвление исторической науки имеют свои определенные источники, доступность и сохранность которых бывает очень-очень разная. Например, историк, который занимается средневековьем, или медиевист, часто ограничен количеством источников. А это оставляет просто огромное пространство для большого количества предположений. В то же время исследователь современной истории сталкивается с избыточностью источников, и он вынужден тщательно отбирать источники для ответа на свой исследовательский вопрос. Важно помнить, что в исторической науке различаются два понятия: источник или первоисточник и литература или второисточник. Источник — это непосредственное свидетельство о прошлом, например, повесть временных лет, тогда как литература представляет собой уже научный труд историка, который основан на изучении этих источников. Например, Шахматов Алексей Александрович «Разыскание о русских летописях». Несмотря на усилия, исследователя всегда остается возможность существования неучтенных или еще не открытых источников. Поэтому каждое новое поколение прошловедов или историков пересматривает и дополняет уже известные знания, внося таким образом свой вклад в понимание прошлого. Поэтому наблюдателю, который находится вне исторической науки, может часто казаться, что историю постоянно переписывают в каком-то отрицательном смысле. Но речь тут не идет или не должна идти о злоумышленном приписывании, а о том, что новые знания и новые открытия дают более ясную картину прошлого. Давайте посмотрим теперь более подробно на исторические источники. Существуют разные виды. Их очень много, но основные — это устные, вещественные, письменные и кинофонофотоисточники. Устные источники являются самым неуловимым источником. Содержание этих источников может очень быстро измениться и очень легко потеряться. Можно, например, вспомнить игру «Испорченный телефон», которую, я так понимаю, многие из вас играли, она вам знакома. Устные источники — это всякие сюжеты, истории, которые нам рассказывали или пересказывали живые люди. 2. Вещественные источники или материальные источники. К ним относятся все предметы материальной или вещественной культуры, как, например, разного вида керамика, оружие, орудия, посмертные останки людей, животных и тому подобное. 3. Письменные источники. Для исследователей прошлого, для историков, они часто являются самым важным видом источника, так как обычно содержат больше всего прямых известий о событиях прошлого. К ним причисляются разные летописи, законодательные акты, договоры, дневники, переписки, записи, уставы, письма, записки, книги. Если упростить, все, что когда-либо кто-либо написал. Из таких других исторических источников стоит упомянуть еще кинофонофотодокументы
и разные виды электронных источников. Ко всему этому причисляются разные рисунки, картинки, карты, фотографии, разные звукозаписи, имейлы и тому подобное. Теперь представим, что вы нашли какой-то исторический источник, и вы бы хотели узнать из него как можно больше о том, что происходило в прошлом, а также убедиться в том, что этому источнику можно в как можно большей степени доверять. Другими словами, в чем заключается работа прошловеда, работа историка? Работа прошловеда, работа историка заключается в собирании, исследовании, проверке, толковании и объяснении исторических источников. После того, как вы, как исследователь прошлого, обработали свои избранные исторические источники, из полученных данных вы должны будете составить осмысленную последовательность событий и объяснить их взаимосвязь, а часто объяснять значение этих событий, этих знаний для современного человека. Можно сказать, что вы, как человек, занимающийся исследованием прошлого, таким образом будете создавать нарратив. Само слово «нарратив» в данном случае не обозначает ничего плохого, а имеется в виду лишь то, что историк через определенный нарратив, то есть определенный сюжет, передает полученные знания другим людям. Человеку вообще легче понимать вещи, если ему их объясняют через истории. Поэтому мы так любим слушать сказки, смотреть фильмы, читать книги и так далее. Работа историка непростая, она должна быть проделана очень ответственно. В своей работе, как человек, занимающийся исследованием прошлого, вы можете столкнуться со многими трудностями, со многими подводными камнями. Источники, с которыми историк работает, могут быть поврежденными, могут содержать неполные или противоречивые известия, или даже могут быть подделками. Как во всем этом разобраться? Давайте посмотрим поближе на некоторые из возможных подводных камней в связи с разными видами исторических источников, которые я упомянул раньше. Первое — это устные исторические источники. Устное предание, устная традиция обусловлена душевным, психологическим состоянием рассказчика. Например, рассказчик может быть либо расстроен, либо восхищен, может стесняться или быть испуганным, сонливым, бодрым и так далее. А что еще? Рассказчик может, например, быть уставшим, может сознательно или неосознанно искажать то, что рассказывает, намеренно или ненамеренно приукрашивать передаваемый рассказ. Он может забыть определенные подробности или их запомнить по-другому, чем они на самом деле произошли. Тут работа историка очень похожа на работу какого-то следователя, который пытается найти настоящего виновного и проникнуть в самую суть того, что произошло по-настоящему. 2. Вещественные источники могут быть найдены далеко от места, где были произведены или использованы. Поэтому необходимо уметь объяснить, как эти предметы оказались в том или ином месте, для чего были назначены, использовались ли по назначению и тому подобное. Обнаруженные предметы, так же как и письменные источники, могут быть подделками. 3. Письменные источники. Известия и данные из письменных источников историк тоже не должен воспринимать как должное, само собой разумеющееся. То есть нельзя делать так. Просто взял источник, прочитал и хоп, этот писец пишет правду и только правду, и в этом нельзя сомневаться. Нет, это, к сожалению, так не работает. Письменные источники были написаны вполне определенными людьми, у которых были свои достоинства, свои недостатки, знания и незнания, опыт и неопытность, личные мнения, жизненные обстоятельства, их личное, душевное и телесное состояние во время написания источника. На свежую голову мы пишем лучше, чем на уставшую. Разве не так? И 4. Кинофотодокументы. И здесь возможны многие разнообразные искажения. В наше время всем нам известен Photoshop, искусственный ум и тому подобное. Но на самом деле искажение фотографий, да и любых рисунков и изображений было известно уже намного раньше. Можно, например, вспомнить, как при СССР из известных фотографий убирали нежелательных людей или добавляли других, чтобы создать впечатление, что какую-то идею, какую-то мысль поддержало большое количество людей, когда на самом деле это было не так. В наше время, например, фотографии очень часто искажаются разными предприятиями, особенно теми, которые занимаются модой или новостями. В разных СМИ часто искажают или приукрашают как звук, так и зримо, видео, чтобы все совпало с нарративом, который поддерживают владельцы этих СМИ. Тут слово «нарратив», конечно, имеет
очень часто отрицательный призвук. В СМИ из-за желания быть первыми, кто сообщит новость, часто статьи или видео готовятся вперед, еще до того, как на самом деле какое-то событие произошло. В общем, они уже решили, что произойдет и как это надо показать. Своеобразное искажение изображений известно еще со времен Римской империи и даже с более древних времен. В Римской империи, например, существовал такой обычай, который в историографии получил название «damnatio memoriae», то есть «проклятие памяти». Это выражение обозначало стертие всех данных, всех сведений о нежелательных людях из всех надписей на камнях, из изображений и из исторических сочинений. Ну, а кто знает, может, и прав человек, когда рисовал в пещерах зверят, их рисовал страшнее, чем они на самом деле были, чтобы удивить слушателей, которые сидели возле огня. Еще тогда охотники, наверное, могли врать о своем улове, особенно когда нужно было произвести хорошее впечатление на кого-то. Еще одна скрытая угроза для понимания прошлого — это презентизм. Это выражение можно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном смысле. В положительном смысле презентизм означает попытку объяснить события прошлого современному человеку с использованием понятных ему подходов и терминов, то есть объяснение человеку прошлого современным языком. И это помогает сделать историю доступной и понятной для широкого круга людей. Однако в отрицательном смысле презентизм связан с переносом современных взглядов и ценностей на далекие, давно прошедшие времена. Такой подход приводит к искажению взгляда на действительные события прошлого. Например, когда современные представления о русском народе и государстве переносят на времена Киевской Руси, предполагая, что наши предки мыслили ровно точно так же, как и мы сегодня. Похоже можно сказать и про современных поляков и средневековых поляков, или современных хорватов и средневековых хорватов, да и у всех других славян это примерно так же. Ну и не только у славян, и у других народов тоже. Вот пример из Хорватии. Тут особенно в 90-е годы часто говорили о том, что независимая хорватская государственность была тысячелетней мечтой многих поколений хорватов. И это утверждение на самом деле переносило современные представления, желания о современной независимой Хорватии далеко в средние века, хотя тогдашние люди вряд ли задумывались о какой-нибудь Хорватской республике во главе с президентом, со современным гербом, флагом, гимном и тому подобное. По сути, презентизм в таком плохом значении слова значит выдавать желаемое за действительное. Такой подход нам говорит намного больше о самих исследователях, которые используют такой прием, чем о настоящем прошлом. Все это особенно часто происходит, когда политика современных государств пытается надавить на историю как науку и подчинить ее своему нарративу. Больше всего это заметно на более низких уровнях образования, по крайней мере, по моему опыту, на первых 11 классах в России, например. Таким образом, презентизм в отрицательном смысле становится препятствием на пути к беспристрастному изучению прошлого. Все это следует иметь в виду при обработке исторических источников и всего исторического материала. Давайте теперь посмотрим на конкретные шаги, которые историк исследований принимает. Работа историка — это сложный труд, который состоит из нескольких шагов, каждый из которых имеет свои особенности и требует определенных навыков и знаний. Если вы собираетесь исследовать прошлое как историк, шаги вашей работы будут выглядеть следующим образом. Первый шаг — определение исследовательского вопроса. Историк-прошловед должен определить, какой именно вид прошлого он хочет изучить. Например, он может задать себе вопрос, как в средневековых исторических источниках воспринимались славяне как люди, как народ, какие черты их выделяли и определяли именно как славян и отличали от других народов. Второй шаг — герменевтика или сбор источников. На этом шагу историк собирает как можно больше известий, исследуя существующую научную литературу по теме и находя первоисточники. Например, исследователь может изучать источники, где упоминается народоназвание славяне, такие как «Жития святых Кирилла и Мефодия», «Повесть временных лет», «Великопольская хроника», «Хроника Пшивика Пуркавы», «Южнославянский Склаворум» или «Славорум Регнум», то есть «Королевство» или «Владычество славян» и другие. Третий шаг — это критика источников.
На этом шагу историк проверяет достоверность собранных источников. Это включает проверку их происхождения, их достоверности данных и того, как они соотносятся с другими источниками. Смысл критики или просуждения источника — это получить как можно более надежные известия из остатков прошлого. Четвертый шаг — это толкование данных. После критики источников полученные данные нужно объединить в целостную картину, которая отвечает на исследовательский вопрос, который мы задали себе раньше. Например, на основе разбора разных источников историк может определить, какие черты славян выделили средневековые писцы. И пятый шаг — создание отчета. Это последний шаг, и это представление результатов в виде научной статьи, монографии, книги или тому подобное. Этот отчет, написанный понятным языком, становится доступным сначала для научного сообщества, а затем и для более широкого круга читателей, которые увлекаются прошлым. Из всего сказанного следует, что хорошая работа историка требует тщательной подготовки к исследованию, высокой квалификации. Она достигается через чтение научной литературы, изучение различных, часто и противоположных точек зрения. Затем нужно уметь образовать или формулировать исследовательские вопросы и уметь аргументированно, обоснованно отвечать на них. А также нужно приобрести навыки устного и письменного изложения того, что с помощью исследования получилось узнать. Конечно, в прошловедении, в истории есть свои трудности и вызовы, но именно благодаря способам получения знаний, разработанными многими поколениями прошловедов, историков, прошлое можно узнать лучше. Поэтому выводы обученного историка, прошедшего такую подготовку, значительно отличаются от выводов дилетанта, который может прийти к своим суждениям на основе поверхностных знаний и без понимания методов исторической науки, да и способов получения достоверных знаний вообще. Если вам было интересно узнавать, как работает история как наука, и вы хотите глубже разобраться в прошлом славян, обязательно оставайтесь с нами. Впереди еще очень-очень много увлекательного. И подождите пока, еще не уходите. Если вы посмотрели этот выпуск даже до сюда, может быть, вам понравится еще другой выпуск на нашем вещальнике, вот этот. И всем желающим напоминаем, что можете нас поддержать на Boosty, Patreon или в PayPal. Спасибо еще раз за ваше внимание и до встречи в следующих выпусках, братцы и сестрицы, славяне и славян. Пока-пока!